Где-то в лесу у подножия Фудзи прямо сейчас работает поисковая группа. Они ищут людей, которые зашли туда несколько дней назад. Компасы у них не работают. GPS теряет сигнал. Деревья поглощают звук так, что крик затихает через 20 метров. Это не декорация к фильму ужасов. Это стандартная операция японских лесников. Каждый год. Большинство людей, когда слышат про жуткие места, представляют атмосферу. Туман, старые стены, скрипящие двери. Это безопасно, атмосфера не убивает. Убивает механизм. Химия, геология, физика. История, которая оставила после себя что-то, что продолжает работать. Сегодня 10 мест, которые реально существуют. Каждое следующее хуже предыдущего. Не по атмосфере, потому что именно там происходит с человеком и почему. Большинство из этих мест открыты для туристов. Некоторые популярные направления. Это и есть самое жуткое. Если такие истории вам заходят, одна кнопка подписки тихо решает, чтобы такие выпуски появлялись чаще. Поехали. 10 место – пещера Шандонг, Вьетнам. Большинство людей слышали про большие пещеры и представляют что-то вроде темного коридора с красивыми сталактитами. Шандонг не коридор. Это другой мир, буквально существующий под землей. Длина 9 километров, высота потолков до 200 метров. Это выше 17-этажного дома. Внутри собственная река, собственные джунгли, собственные облака. Не метафора. Водяной пар конденсируется под сводами и образует настоящие облака, которые плавают над подземным лесом. Температура стабильная, влажность постоянная, свет попадает через 2 гигантских провала в потолке. Там растут деревья высотой 30 метров. Там живут птицы. Звучит как место, куда хочется попасть. И это ловушка. Первооткрыватель Хо Кхань, местный житель, нашел вход в 1991 году случайно, во время охоты. Он запомнил приблизительное направление, но когда попытался вернуться, не смог найти вход снова. 18 лет. Он искал ее 18 лет, прежде чем в 2009 году привел туда британских спелеологов. Вход – небольшое отверстие в склоне горы, окруженное джунглями. Без проводника его не существует. Внутри пещеры есть карманы углекислого газа, невидимые, без запаха, без предупреждения. Паводки здесь поднимаются за часы и перекрывают единственные проходы. Лабиринт боковых тоннелей не нанесен на карту полностью до сих пор. Люди, заходившие без опытного сопровождения, не возвращались. Самое точное описание этого места – оно настолько огромное, что можно не заметить, что заблудился. Просто идешь. Просто идешь. И в какой-то момент обратного пути уже нет. Шандонг не прячется. Она просто больше, чем человек способен удержать в голове. 9 место. Гора Вашингтон, США. Высота 1917 метров. По меркам горных систем почти холм. В Альпах на такой высоте стоят горнолыжные курорты. На горе Вашингтон туристическая дорога, кафе на вершине, сувенирный магазин и табличка с надписью «Самая опасная маленькая гора в мире». Туристы фотографируются рядом с табличкой. Это их право. 12 апреля 1934 года метеостанция на вершине зафиксировала скорость ветра 372 км в час. Этот рекорд для наземных наблюдений держался 70 лет. Для сравнения, ураган 5 категории начинается от 252 км в час. На горе Вашингтон такой ветер не катастрофа. Это просто плохой день. Механизм прост и безжалостен. 3 крупных атмосферных коридора Северной Атлантики сходятся именно над этой вершиной. Когда их давление совпадает, погода меняется за минуты. Летом. В солнечный день. Человек выходит на маршрут при плюс 20 и через 2 часа оказывается в условиях арктической бури. Более 150 задокументированных смертей. Большинство не от падения. От гипотермии. Люди замерзают в летние месяцы, потому что не взяли куртку на небольшую прогулку. Гора Вашингтон убивает не размером. Она убивает несоответствием между тем, как выглядит, и тем, чем является. Маленькая, доступная, с кафе и совершенно непредсказуемая. На вершине все еще работает кафе. Там подают горячий шоколад. 8 место. Остров Кукол, Мексика. Каналы Хочмилька к югу от Мехико – это туристические лодки, цветы, маримба, семейные прогулки. Один из каналов ведет к небольшому острову, который местные называют Исла де лас Муньекас – остров кукол. Деревья здесь покрыты тысячами кукол. Они висят на ветках, прибиты к стволам, нанизаны на веревки между деревьями. Некоторым десятки лет.
Дождь, солнце, насекомые и время сделали свое дело. Краска облупилась, волосы спутались, глаза помутнели или выпали. Это уже не куклы в привычном смысле. Это что-то среднее между детской игрушкой и черепом. Хулиан Сантана Баррера жил на этом острове один больше 50 лет. По его словам, однажды он нашел в канале тело утонувшей девочки и после этого начал вешать кукол, чтобы успокоить ее дух. Кукла за куклой, год за годом. Он собирал их на свалках, выменивал на овощи, принимал в подарок от редких посетителей. В 2001 году его нашли мертвым. В том же канале. В том же месте, где, по его словам, утонула девочка. Официальная причина – сердечный приступ. Местные лодочники отказываются причаливать к острову после заката. Не из суеверия. В темноте канал становится опасным, ориентиры исчезают, течение непредсказуемо. Это практическое решение. Просто звучит как суеверие. Сейчас остров – туристический аттракцион. Туристы приплывают и вешают своих кукол. Коллекция продолжает расти. Хулиана нет. Куклы есть. Единственный человек, который знал, зачем он это делал, больше не может объяснить. 7 место. Бермудский треугольник. Самое известное проклятое место в мире. Сотни книг, десятки документальных фильмов, теории про инопланетян, подводные пирамиды и временные порталы. Бермудский треугольник знают все. И вот неудобная правда. Большинство таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике – статистическая норма. Это один из самых загруженных морских и воздушных маршрутов планеты. Суда и самолеты здесь исчезают примерно с той же частотой, что и в любом другом оживленном районе океана. Страховые компании не повышают ставки для маршрутов через треугольник. Это говорит о многом. Но кое-что реальное там все же есть, и оно интереснее любой легенды. На дне Бермудского треугольника огромные залежи метановых гидратов. При определенных условиях они выбрасывают газ в воду. Плотность воды мгновенно падает. Судно, попавшее в такой выброс, теряет плавучесть и идет ко дну за секунды. Без сигнала бедствия, без следов. Дополнительно, магнитные аномалии способны сбить навигацию и так называемые микробёрсты – локальные нисходящие потоки воздуха, способные бросить самолет вниз без предупреждения. 5 декабря 1945 года 5 торпедоносцев ВМС США, рейс 19, вылетели на учебное задание и не вернулись. Последняя радиосвязь, командир сообщил, что компасы ведут себя странно и он не понимает, где находится. Поисковый самолет, отправленный на их поиски, тоже исчез. 13 человек экипажа. Ни обломков, ни тел. Легенда оказалась удобнее правды. Правда скучнее и страшнее одновременно. Метан и магнетизм не так продаются, как инопланетяне, но именно они топят корабли. 6 место. Зона отчуждения. Фукусима, Япония. 11 марта 2011 года в 14 часов 46 минут по местному времени Земля под северо-востоком Японии сдвинулась на 2 метра. Магнитуда 9,0. Один из сильнейших толчков за всю историю наблюдений. Волна пришла через 40 минут. Реакторы устояли против землетрясения, против волны – нет. Города эвакуировали за часы. Жителям сказали: возьмите документы, немного еды, вернетесь через несколько дней. Некоторые не вернулись до сих пор, некоторые уже не вернутся никогда. В отдельных точках зоны уровень радиации достигал 960 микрозивертов в час. Допустимая годовая доза для обычного человека – 1000 микрозивертов в год. Не в час, в год. Цезий-137 с периодом полураспада 30 лет пропитал почву, стены, деревья. Он там до сих пор. Он будет там еще долго. В городе Футаба главный въездной знак гласит: «Атомная энергия – энергия светлого будущего». Знак установили в 1987 году. Никто не снял его после катастрофы. Он стоит до сих пор. Над пустыми улицами, над заросшими дворами, над домами, в которых никто не живет. Природа возвращается. Кабаны освоили улицы, лисы обустроились в брошенных зданиях, орлы гнездятся на опустевших крышах. Люди – нет. Зона частично открыта для посещения. Туристы приезжают, дозиметры у них пищат. Они делают снимки и уезжают. Знак про светлое будущее остается. Если вам интересно разбирать такие места, не легенды, а реальные механизмы, подпишитесь. Следующие 4 позиции становятся значительно серьезнее. 5 место. Долина смерти, Камчатка. Не та долина смерти, что в Калифорнии. Та большая, известная, с туристическими маршрутами и табличками. Это 2 километра в длину, узкая, тихая.
и несравнимо смертоноснее. Долина реки Гейзерной на Камчатке. С воздуха живописный луг, трава, цветы, ручей. Красиво. Именно это и убивает. В 1975 году исследователи нашли здесь тела медведей, лис, орлов, волков. Много тел. Все без следов борьбы. Без ран. Просто мертвые в разных позах, разбросанные по долине, как будто каждый просто лег и перестал двигаться. Механизм. Под долиной активная вулканическая система. Она выделяет сероводород, углекислый газ и диоксид серы. Эти газы тяжелее воздуха, они стекают вниз и скапливаются в низинах. Концентрация нарастает незаметно. Животное заходит на луг, делает несколько шагов, теряет сознание. Дальше без вариантов. Исследователь, задокументировавший долину, работал в противогазе. Он выжил. Его собака, которую он взял с собой, зашла чуть вперед. Она не выжила. Расстояние между ними было меньше 10 метров. Долина не предупреждает. Нет запаха, который почувствует человек до потери сознания. Нет видимого тумана. Нет звука. Просто луг. И тишина. И тела, которые лесники периодически убирают. Место не закрыто для посещения. Туристов предупреждают держаться троп. Некоторые не держатся. 4 место. Лес Аокигахара, Япония. У северо-западного подножия Фудзи. 35 квадратных километров густого леса. Туристические тропы, информационные таблички, красивые виды на вулкан. Популярное место для прогулок. Компас здесь не работает. Это не легенда и не поэтический образ. Вулканическая порода под лесом содержит магнетит, минерал с сильными магнитными свойствами. Он искажает местное магнитное поле настолько, что стрелка компаса теряет ориентацию. Человек думает, что идет на север. Идет по кругу. Подлесок здесь аномально густой. Деревья растут так близко, что в 50 метрах от тропы уже не видно ни тропы, ни соседних деревьев, ни неба. Лес поглощает звук. Это не метафора, это акустическое свойство плотной растительности. Крик затихает через 20 метров. GPS теряет сигнал в низинах, которых здесь много. Рельеф под ногами неровный. Вулканические породы создают ямы и уступы, покрытые мхом. Лесники проводят здесь официальные поисковые операции каждый год. В 2003 году за один год было найдено более 100 тел. Не все из них были людьми, которые намеренно зашли в лес без намерения выйти. Некоторые просто заблудились. Аокигахара не делает ничего активного. Нет газа, нет радиации, нет экстремальной погоды. Лес просто существует. Он просто не выпускает. Таблички на входе в лес написаны по-японски и по-английски. Они призывают думать о близких. Дальше тишина, которая звучит не как покой, а как отсутствие. 3 место. Озеро Натрон, Танзания. Розово-красная вода, фламинго, которых здесь 1000, фотографии, которые выглядят как снимки с другой планеты. Озеро Натрон в восточноафриканской рифтовой долине – одно из самых фотографируемых природных мест Африки. Температура воды до 60 градусов Цельсия, кислотность pH 10,5. Для сравнения, нашатырный спирт имеет pH около 11, это почти одно и то же. Животные, упавшие в озеро, превращаются в нечто похожее на каменные статуи. Механизм называется кальцинация. Натрон, смесь карбоната натрия и бикарбоната натрия, действует как природный консервант и минерализатор одновременно. Ткани пропитываются солью, затвердевают, сохраняют форму. Не разлагаются, не исчезают, остаются. В 2013 году фотограф Ник Брандт обошел берега озера и нашел десятки таких фигур. Птицы, летучие мыши, орлы – все в тех позах, в которых упали. Крылья раскрыты, голова запрокинута, ноги вытянуты. Как будто кто-то остановил время в момент падения и залил результат бетоном. Брандт расставил некоторые фигуры в позах, будто они живые, на ветках, на камнях. Фотографии обошли весь мир. Люди спрашивали, не постановка ли это? Нет, не постановка. Фламинго гнездятся прямо на этом озере. Единственные существа, полностью адаптированные к этой среде. Их ноги покрываются солевыми наростами, которые они периодически сбрасывают. Они живут там, где все остальное превращается в соль. Озеро убивает и сохраняет одновременно. Идеальный музей. Без куратора, без билетов, без посетителей, которые выходят такими же, как зашли. 2 место. Припять, Украина.
26 апреля 1986 года, час 23 минуты 40 секунд ночи. Припять в тот момент – современный советский город на 49 тысяч человек. Широкие проспекты, новые дома, школы, больница, универмаг. Парк аттракционов с колесом обозрения и машинками должен был открыться 1 мая, через 4 дня. Все готово. Билеты напечатаны. Эвакуацию объявили через 36 часов после взрыва. Автобусы пришли утром 27-го. Людям дали 3 часа. Сказали: возьмите документы и еду на 3 дня. Скоро вернетесь. Никто не вернулся. Цезий-137 оседает в почве и остается там на десятилетия. Период полураспада – 30 лет. Стронций-90 проникает в кости живых существ и не выводится. Плутоний-239, период полураспада – 24 тысячи лет. В некоторых точках города дозиметр до сих пор показывает несколько миллизивертов в час. Это не фон. Это накопленная доза за время прогулки. Колесо обозрения в парке аттракционов никогда официально не работало. Оно стоит до сих пор, ржавое, накренившееся, с кабинками, которые качает ветер. Ни одного пассажира за все это время. Природа за 38 лет сделала то, что не успел человек. Деревья проросли сквозь асфальт проспектов. Лоси ходят мимо брошенных подъездов. В бассейне спортивного комплекса – рыбы. Лес наступает на город со всех сторон и медленно его поглощает. Припять – единственный город в мире, где природа выиграла у человека не постепенно, за века, за одну ночь. 49 тысяч человек ушли, взяли документы, думали на 3 дня. Оставили включенными телевизоры, недоеденные завтраки, детские игрушки на полках. Город застыл в апреле 86-го и не сдвинулся с тех пор. Только разрушается. Тихо. Без свидетелей. Первое место – 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, Украина. Не Припять, не зона отчуждения. Конкретная точка. Конкретное место под бетонным куполом в нескольких километрах от брошенного города. Под саркофагом 200 тонн расплавленного ядерного топлива. У этого вещества есть название – кориум. Смесь урана, графита, бетона, песка и металла, которая в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года прожгла пол реакторного зала и застыла в подвальных помещениях в форме, которую исследователи назвали «слоновья нога». В 1986 году уровень радиации у слоновьей ноги составлял 10 тысяч рентген в час. Смертельная доза для человека – 500 рентген. Не в час вообще. Человек, проведший рядом с ней 1 минуту в 86-м, получил бы дозу, несовместимую с жизнью. В 1996 году исследователь подошел к слоновьей ноге на несколько метров и сделал снимок. Экспозиция заняла секунды. Снимок получился. Исследователь выжил. Дозу, которую он получил за эти секунды, медики оценили как достаточную, чтобы сократить жизнь на несколько лет. 1 снимок. Несколько секунд. Несколько лет жизни. Кориум остывает уже 38 лет. Никто не знает точно, что происходит внутри прямо сейчас. Температура внутри массы до сих пор выше окружающей среды. Идут ли там какие-то химические процессы? Вопрос, на который у науки нет окончательного ответа. Есть модели, есть предположения. Есть датчики, показания которых интерпретируют осторожно. В 2016 году над старым саркофагом установили новое безопасное confinement. Стальная арка высотой 110 метров, длиной 162 метра. Крупнейшая подвижная металлическая конструкция в истории человечества. Стоимость около 2 миллиардов евро. Расчетный срок службы – 100 лет. Через 100 лет новый саркофаг или что-то еще. Планов на этот счет пока нет. Буквально, никто официально не спланировал, что будет с кориумом через 100 лет, потому что никто не знает, каким он будет через 100 лет. Это не место из прошлого. Это активная нерешенная проблема, которую человечество накрыло куполом и договорилось не думать о ней ближайшие 100 лет. Самое жуткое место на Земле не то, куда нельзя войти, не то, где темно и страшно, а то, внутри которого что-то продолжает происходить прямо сейчас, и никто не может сказать точно, что именно. Пещера, в которой можно не заметить, что заблудился. Гора с кафе и рекордным ветром. Остров, который продолжает собирать кукол без своего создателя. Треугольник, где легенда оказалась удобнее химии. Знак про светлое будущее над пустым городом. Луг, на котором лежат тела без следов борьбы. Лес, который просто не выпускает.
Озеро, которое превращает упавших в статуи. Город, где природа победила за одну ночь. И купол над 200 тоннами того, что продолжает существовать, и никто не знает, как именно. Все эти места объединяет одно. Человек либо создал угрозу, либо недооценил ее. Чаще и то, и другое одновременно. Хорошая новость. Большинство из этих мест можно посетить. Плохая новость. Некоторые люди так и делают. Какое из этих мест вы бы рискнули посетить, и почему именно его? Напишите в комментариях. Интересно, что выберет большинство. До следующего выпуска. Если этот выпуск был полезным, лайк помогает алгоритму показывать его тем, кому он тоже будет интересен. Это честный обмен.